Друзья, всем привет! Серферы, бездельники, наши любимые девианты, все, кто смотрит наши эфиры. И сегодня у нас интереснейший гость, вы его все прекрасно знаете. Неоднократно у нас бывал в эфирах, еще задолго до широкомасштабной войны. И во время нее, и продолжает вот выходить. Это Арти Грин. Арти, привет! Привет, привет. Ну, давай с тобой обсудим, так сказать, дела наши скорбные или не скорбные. Сейчас вот попытаемся разобраться. Ну, все знают, что ЗСУ практически вышли из Курской области. Информация идет противоречивая. То ли полностью вышли, то ли, скажем так, на каком-то там кусочке еще держимся. Но очевидно, что вот этот большой маневр, который произошел в августе прошлого года и который, ну, в принципе, создал немало шороху, он подошел к концу. И, в общем-то, самое время, скажем так, подвести итоги, какую роль он сыграл там, да, вот ты как военный, как оцениваешь то, что произошло, потому что сначала, когда туда заходили, то, ну, думали, что там несколько недель это все дело продлится, вот, потом это все перешло на месяцы, и в результате более полугода они держались там, ну, полгода фактически, да, и, собственно, были там огромные потери у россиян. Нам это тоже нелегко далось, потому что у меня были солдаты, которые воевали на Курском направлении, неоднократно в эфирах и рассказывали, что там, ну, было очень-очень несладко, поэтому тоже не нужно в иллюзии впадать. Но, тем не менее, произошло то, что произошло. Вот ты как военный, как это оцениваешь? Ну, давай с самого начала начну. Потому что тут надо как бы рассматривать не последнюю фазу, а в комплексе. Значит, когда около 5, не буду там их все перечислять, потому что я не помню, все ли бригады попадали в открытые источники, около 5 бригад высокомобильных, в основном это ДШВ, егеря там, и высокомобильные подразделения перешли границу с Российской Федерацией в районе населенного пункта Суджа и развернули рейдовые операции в глубину до 40 километров, общей площадью до 1600 квадратных километров. Это там, где появлялись наши подразделения, не считая разведгрупп. У противника в этом месте ничего не было. Там были какие-то срочники, какие-то заградотряды, судя по всему, этих Ахмадчая, ну и там всякая полиция с ФСБ. И зашли успешно, потому что Российская Федерация не удосуживалась серьезными силами удерживать границу под контролем. Поэтому вошли абсолютно без проблем и вот углубились, повторюсь, до 40 километров, таким вот в разные стороны. Какие были планы, до чего дойти, я не знаю. Никто не знает, и нам никто это не скажет. Может, ну, когда-нибудь, может, бумаги только вылезут, там, скажем так, конкретно оперативные по плану этой операции. Но комплекта войск совершенно точно недостаточно, чтобы удерживать вот эти самые 1500 квадратных километров с той линии соприкосновения, которая сформировалась вокруг, ну, скажем так, Суджанского выступа, назовем это так. Вот. Так как у россиян там не было войск, Путин, если помнишь, сначала попытался это вообще проигнорировать, там, типа, провокации на границах, там, и что-то такое, типа, ДРГ, в составе 5 бригад зашло. Но потом, когда он понял, что как бы уходить мы не собираемся просто так, он вынужден был туда отправить комплект войск и постепенно его наращивать. И донаращивался его примерно там тут цифры расходятся, от 50 до 70 тысяч войск. Причем войска это не простые, это войска элитные, это 76-я десантная дивизия, это 2 бригады морской пехоты, ну и спецподразделения, я так подозреваю, что и спецподразделения спецназа ГРУ там и так далее. То есть достаточно элитная часть армии Российской Федерации вынуждена была отвлечься на как бы это наше мероприятие.
Причем наши войска традиционно в условиях рейдовых более эффективны. Поэтому начальная фаза операции была крайне эффективна с военной точки зрения. То есть наши высокомобильные подразделения, вместо того, чтобы сидеть в окопах где-нибудь под Покровском, где эффективность там, бойца спецназа и ТРОшника, там, 60-летнего, она плюс-минус одинаковая. То есть сидишь как пехотинец, держишь сектор, вот, и прячешься от обстрелов. А вот в высокомобильной фазе тут как раз все преимущества высокомобильных и специальных подразделений проявляются. Поэтому наши там произвелись неплохо. Первая фаза операции была крайне успешная. И по мере того, как российский генштаб нагонял туда войска, размеры оперирования наших войск постепенно сократились до... Что у нас там было сначала там чуть больше, чем 1500 квадратных километров, где-то до 500-600. И вот уже в таком виде этот плацдарм просуществовал, сколько там, месяцев 5, да? Или 4, Да. там что-то такое. Вот. Причем, надо отметить, что наши войска отходили на заранее подготовленные позиции. Все подразделения и части, которые были задействованы, имели хороший боевой опыт. Поэтому выбрали на месте удобные рубежи обороны. Я больше чем уверен, что там не в Генштабе рисовали, где кому встать, а вот кто где встал, решил, что здесь удобно по ряду как бы объективных причин. Там и заняли оборону. И вот этот плацдарм поэтому достаточно долго как бы держался. И россияне были вынуждены нагнать туда войск там, в 5-7 раз больше, чем было наших, причем элитных войск. Нагнать туда авиации, артиллерии и дроноводов, причем лучших своих дроноводов. По итогу, когда количество перешло в качество, они взяли под огневой контроль, ну, плюс подъели по флангам, взяли под огневой контроль основные логистические пути снабжения всей этой группировки. То есть наша группировка там была порядка там, 10 тысяч войск. Это достаточно серьезный трафик снабжения и эвакуации. И этот трафик практически проходил по одной основной дороге, плюс лесные, но лесные это дело такое, там, смотря какая погода, лесные и полевые, я имею в виду. Поэтому в связи с тем, что дроны, особенно на оптоволокне, достигли достаточно серьезных дальностей, то есть они там до 15 километров оперируют спокойно, вот, довольно значительный участок логистики был взят противником под довольно жесткий контроль. В этих условиях поддерживать логистику такой группировки стало неэффективно. И на самом деле выйти из этого плацдарма нужно было, наверное, месяц раньше, когда вот это вот эффективный огневой контроль над логистикой уже, скажем так, принял необратимый характер. Наши попытались где-то месяц-полтора назад провести наступательную операцию небольшую, или точнее атакующие действия с целью расширить перешеек, чтобы появились еще логистические маршруты, чтобы отодвинуть FPV-операторов и артиллерию чуть подальше от основной дороги. Что-то получилось, что-то не получилось, но в целом как бы проблемы с логистикой были очевидны. Там все, у кого есть какие-то контакты с нашими военными на этом участке, все знали прекрасно, что добраться до Суджи – это лотерея. Угу. Я имею в виду Сум проехать на Суджу. Угу. То есть эта дорога постоянно простреливалась, дроны там постоянно как бы этими... Ну, короче говоря, это просто в тир превратилось. Ну, так на самом деле достаточно много у нас мест, да, но там большой комплект войск. То есть там не батальон стоял, да, то есть, вот, допустим, не буду говорить конкретно, там вот мои вот близкие друзья, там, где они меняются, они выбирают Туман, и практически любая смена и пополнение эвакуации возможно только в условиях тумана, когда дроны как бы или не видят, или не летают, или дождя плотного. То
То есть вот все сидят, ждут дождя. Дождь пошел, и вот это вот пулей пролететь, эти там, допустим, 5-10 километров, скинуть туда все, что нужно, и улететь обратно, пока дождь не кончился. В таких условиях как бы держать такие позиции неэффективно. А если это не просто позиция, а 10-тысячная группировка, на которую постоянно идет давление помимо огневого еще и пехотное, но это большая проблема. Значит, поэтому вот сейчас как бы мнения разделились. Бутусов, по крайней мере, Юра озвучил, что приказа на отход не было. И это было неорганизованное такое решение тактических командиров. Вот. Но так как никто не попал в окружение, то как бы все всех предупредили. Но не так, что вот снялся батальон и ушел там справа, слева, а средний ничего не знал, его забыли там. Такого там не было. То есть, в принципе, группировка вышла относительно организованно, несмотря на то, что там были проблемы со связью, там старлинки не работают. Достаточно большое количество подразделений. У нас, как обычно, Генштаб там занимается фрагментацией. Вот, поэтому там не то чтобы вот там 4 или 5 бригад, там наверняка еще куча там всяких гуровцев, там ССОшников и прочих фрагментированных осколков присутствовало. Вот, я знаю, кто там был командующий, и когда мне сказали, я это обрадовался. По крайней мере, на последнем участке. Сначала там был вроде как Красильников, это командующий оперативного командования Пивнич. Вот, но потом его заменили на десантника такого, Дуболова. И последние несколько месяцев командовал там, ну, мягко говоря, очень слабый и такой командир такого, как сказать, плана. Короче, который не щадит войска вообще. Свои. Поэтому там действительно были проблемы, и их надо было решать методом оставления этих территорий и отхода туда, где логистика будет значительно более прикрыта. В результате вот этого маневра, то есть вопрос открытый, был ли это приказ Генштаба, либо нет. Сильно большое подозрение, что не было никакого приказа Генштаба, хаотичный отход под воздействием, что где-то одно подразделение провалилось, соседи начали заворачивать фланги, предупреждать остальных соседей. И Дебальцево напоминает. Да, очень сильно напоминает Дебальцево, там где сверху команда была держаться, и другой не было, а тактические подразделения как бы договорились. Старшим командиром тактических подразделений тогда был Сергей Шептала, комбриг 128-й. Ну и, так, грубо говоря, мы все на него наехали там, и как бы потребовали, по сути, возглавить прорыв. Угу. Под Дебальцево. Вот. Да, и он тогда взял на себя эту ответственность, и когда он вышел там и доложил, значит, по военной связи, значит, командующему АТО о том, что он вывел свою бригаду и остальной гарнизон Дебальцево, тот на него наорал, значит, и потребовал срочно возвращаться обратно. Вот такая была вот реальность в Дебальцево, но тем не менее, как бы назвать этот выход неорганизованным нельзя. Угу. То есть мы за Дебальцевскую операцию потеряли, если брать только убитыми, порядка 200 человек. Это все Дебальцевское сражение, там, начиная с 24 января по 18 февраля. И в том числе в ночь прорыва у нас были потери, вот мы тогда считали, куча тоже разрозненных подразделений, у нас получилось 11 человек. Но конкретно в моем батальоне один погиб, исполняющий обязанности командира первой роты. Плюс там в других подразделениях это мы посчитали там на коленке, что называется, по отдельным подразделениям у нас получилось 11 погибших при выполнении прорыва. Это на порядка 3000 человек, участвующих в прорыве. Там что-то цифру называли 2700, по-моему, но на самом деле там посчитать было нереально. Каждое подразделение, там у них свой был учет, и проверить его было нереально. То есть от 2 до 3 тысяч, скажем так. А здесь вышло в 5 раз больше, примерно. Но у людей хороший боевой опыт. То есть это уже 4-й год войны. Все подразделения, которые там находились, хорошо обстреляны. Штабы не вчерашние.
Поэтому, несмотря на отсутствие связи там, и естественный бардак, как бы ни одно из подразделений не попало в окружение, не было отрезано и уничтожено и попало в плен. Там Бутусов дает цифру, что около 40 пленных на сегодняшний день, но еще куча пропавших без вести, в том плане, что, может, они еще не нашлись. Либо погибли в боях при отходе, потому что отход сопровождался давлением войск Угу. со всех сторон. Эта 70-тысячная группировка получила, видимо, команду набрать пленных, ну, как бы сделать нам побольнее. Но было жестко с обоих сторон. Я думаю, что противника набили при отходе больше, чем потеряли, причем в разы. Угу. Но это логично, потому что противник наступает, не зная, где минные поля, он наступает по территории, которую он не знает. А отступаешь ты по своей территории, которую знаешь хорошо, потому что ближние тылы ты всегда знаешь хорошо. И вот это вот преимущество своего поля, оно сказывается очень сильно. Поэтому умелые подразделения отступают крайне эффективно с точки зрения пропорции потерь отступающих и наступающих. То есть Иловайска не получилось под аккомпанемент переговоров вот этих вот, которые идут сейчас между в треугольнике Украина, Россия, США. Вот. И вот один из наших зрителей, Серж Уп, абсолютно правильно пишет. Как кто-то сказал, Минска без котла не бывает. Возможно, Трамп слил данные, чтобы новый котел устроить. Но это уже такое, как бы тут это... А что он мог слить? Карту показать? Да. Нет, тут просто я думаю, что политическая логика, она где-то плюс-минус такая, что вот нужно набирать какие-то баллы. И поэтому Путин вот как бы пошел вот в такое наступление. Ну да. Он сейчас бросает, он прекрасно понимает, что как бы вот все, Зеленский согласился. То есть огонь прекратится тогда, когда Путин скажет, я согласен, завтра прекращаю огонь. И все, и завтра он прекратится. То есть сейчас у него в руках, то есть он решает завтра или послезавтра, или через 4 дня. Но если он затянет на больше, чем неделю, то он может получить другой пакет санкций, которые потом тоже надо договариваться на съем, и за это надо что-то отдавать будет. То есть Трамп выбрал такую классную тактику, то есть он особо там не предупреждает, видимо, он говорит, просто будет плохо, и все. И вот если ты тянешь резину, ты получаешь, просто объявляется новый пакет санкций какой-то. Опа. А потом, когда ты уже согласился, пакет-то уже введен. И как бы из-за него потом надо будет как-то что-то решать. Поэтому я так думаю, что Путин, так как мяч на его стороне, и мало того, не просто мяч, а в принципе дата прекращения огня у него в руках сейчас. Он, видимо, ждал окончания Курской операции. То есть, судя по той информации, которой я на сегодняшний день владею, не было никакого договорника об отводе с Курской области для того, чтобы там Путин прекратил огонь. Угу. Все было достаточно спонтанно. По крайней мере, от подразделений, которые участвовали в этом деле, они такие приказы не получали. Ну и плюс руководство, насколько я знаю, руководство российской группировки, вот как раз накануне наступления, оно поменялось. И там как бы вот пошли более такие агрессивные действия. Вот. Я не знаю, там знаешь, что они все время там были агрессивные. Они все время были агрессивные. Скажем так, кризис настал именно из-за того, что не могли решить прикрытие логистики. И того логистического пути, который находился под столь интенсивным огневым контролем, не хватало для снабжения, эвакуации такого комплекта войск, который находился на Суджанском плацдарме. Ну, или выступе. Вот. Дальше. Отход, естественно, проводили командиры подразделений. Я сильно подозреваю, что на заранее подготовленные позиции какие-то. Выбранные, точнее, может быть, даже не подготовленные, что там прямо вот все было совсем подготовлено, потому что не было как бы планового, возможно, не было планового отхода, но, по крайней мере, с точки зрения рельефа, там, количества построек и зеленок, соответственно, командиры выбрали, где вот они будут эффективно держать оборону. Чтобы у них как бы подход к ним был через там какие-то зеленки, то есть хорошо прикрыт. Вот, и эвакуация. И получается, что вот вместо комплекта войск, который был в этом таком конструкции, смахивающей на ядерный гриб, там, или крону дерева, да,
Вот эту же линию сейчас она сократилась раз в 5. То есть ее может держать уже там не 5 бригад, а 2 бригады. А количество дроноводов и артиллеристов останется тоже. Вот. Если пехотинцы могут выйти выснаженные, да, то артиллеристы, поверьте мне, у них, когда идет интенсивная фаза боев, у них откуда-то появляется и второе, и третье дыхание, и они могут там всю ночь трудиться без сна. И то же самое касается и дроноводов, потому что это охотничий азарт, ты видишь результат, противник бегает в полный рост, причем не по одному, по 3, а подразделениями. И когда вот такая дичь ходит, что как бы некогда спать. И не хочется. Поэтому, скажем так, огневые возможности и возможности поражения у этих 5 подразделений сохранились. Чувство локтя они там успели наработать за это время, поэтому, в принципе, там достаточно глухая оборона. Но, повторюсь, оборону заняли не по государственной границе, а там, где удобно. И вот это там, где удобно, в основном на российской стороне, то есть откуда отходили. Но чуть севернее, там россияне куда-то там вклинились, и что-то там хотят, в смысле, зашли на Сумскую область. То есть где-то там какой-то кусочек Сумской области зашли россияне, а где-то там какая-то часть Курской области осталась под нашими подразделениями. И вот сейчас идет стабилизация линии обороны. Угу. Я думаю, она будет стабилизирована, потому что плотность, огневая плотность на километр фронта выросла раз в 5. Соответственно, во сколько раз сократилась линия соприкосновения на этом участке, во столько раз, считай, выросла плотность средств поражения. Поэтому с такой плотностью там никто никуда не будет ходить. Ни противник в нашу сторону, ни мы в ихнюю. Вот. То есть эта ситуация обречена на заморозку на удобных позициях. Но смотри, я думаю, так надо. Смотри, из того, что ты говоришь, вытекает же как бы и прямое следствие, что раз вот количество войск, которые по периметру вот этого гриба логично должно уменьшиться, потому что сократилась линия фронта, то, соответственно, россияне тоже могут перекинуть вот эти освободившиеся войска, допустим, на тот же Донбасс, потому что мы видим, что под Покровском у них там произошло там существенное, скажем так, заторможение продвижения, которое осенью было там и в начале зимы. И, возможно, это было связано с тем, что, например, тех же лучших дроноводов перебросили туда, на Курскую область, и соответственно, резервы какие-то туда бросали. И теперь это может все появиться там, на Донбассе. Логично, наверное, я так думаю, там, да? Вот. Понимаешь, в чем дело? Если взять вот тот же Покровск, да, то есть Покровск держится не за счет того, что там у нас войск много, а за счет того, что у нас там зона тотального поражения, то есть киллзона, вдоль всей линии обороны этого Покровско-Мирноградского района обороны, там просто ее пройти невозможно. То есть там на самом деле не имеет значения, сколько нашей пехоты стоит, да, и сколько они пехоты нагонят. То есть, если эту зону пройти нельзя, то ее не пройдет ни взвод, ни дивизия, ни армия. Вот. Поэтому, если их перекинуть туда, то они там погоды много не сделают, будут просто большие одномоментные потери у них. Поэтому бросать, допустим, на Покровск эти войска неэффективно. Вот. Но в то же время Путину хочется их бросить, потому что это аргумент, который у него в руках. Да? И если завтра будет прекращение огня, то этот козырь у него не сыграет. Поэтому он вполне возможно там попытается успеть еще до того, как он согласится и скажет, все, завтра прекращение огня, где-то что-то еще откусить. Для того, чтобы финальные аккорды были на его чаше весов, что ли, да, при торговле. Вот. Поэтому он, конечно, захочет что-то еще там отчебучить, но из того, где у нас еще достаточно не стабилизирован фронт, это Кураховское и Южно-Донецкое направление, вообще Курахово и Велика Новоселка. Они уже утрачены, поэтому это скорее Константинопольское направление, скажем так. Потому что в Часовьяре ловить нечего, там 24-ка.
нас сожрет на завтрак. Они же дергались там недавно, там 40 единиц техники спалили одномоментно. И там 98-я дивизия ВДВ Ивановская, она деклассирована ну, до ужасного состояния, которое там ведет наступление. Там Ахмадчай, там, о нем даже говорить не стоит. Где еще? В Торецке. Там могучий Азов стоит сейчас, Нацгвардия, плюс несколько еще боевых подразделений. Они там вообще в Торецке там перешли к активным атакующим действиям. Кусок там отбили, вот как раз проблема. с утра как раз вот была информация, что кусок Торецка отбили какой-то. На юге, Ну, по-моему. там идет мобильная фаза войны, понимаешь? То есть вот Азов, вот они умнички, они не сидят на месте, они как бы все время растаскивают противника, как бы, да. Вот, не дают им расслабиться. И, кстати, вот эта Курская операция тоже была выгодна именно этим, что вот Путин сидел там, и этот Герасимов его на расслабоне, значит, там, где не шли активные боевые действия, значит, там никто воевать не будет. И поэтому им там не нужно было держать комплект войск. А мы вынуждены держать комплект войск по всей белорусской границе, да, ну и, соответственно, по всей неактивной российско-украинской. Потому что они могут ударить в любом месте. Вот. А они сидели на расслабоне, они воевали только там, где они хотели воевать. А вот наше выступление в Курской области как бы заставило их понять, что нифига, так не бывает. И мы можем выбрать, где повоевать. Так что, в принципе, эта операция – это большой плюс. То есть, помимо того, что Путин вынужден был нагнать именно на Курскую, на этот участок, чтобы бороться с нашими там 5 бригадами, я условно говорю 5, то есть, там не только же бригады, там еще отдельные подразделения были. Меньше бригад, скажем так. И Путин вынужден был, конечно, усилить оборону как бы и Белгородщины, и Брянщины, и там начал даже переживать за Беларусь, что туда прислал какие-то подразделения там а-ля на учения. То есть оттяжка войск от основных направлений, помимо тех, которые были задействованы на Курске, я думаю, еще 1050 приблизительно. Тем, что он вынужден был прикрыть еще. Тем более, тут бродили слухи, и мы как бы их не сильно опровергали, что можем лупануть еще где-нибудь на Брянщине, там стык там, с белорусами вообще, там, и так далее. То есть, ну и как бы хорошие слухи очень с точки зрения того, что держите и там войска, потому что может быть то же самое. Вот. Это же все оттяжка от, скажем так, основных направлений усилий. Угу. Поэтому это тоже польза. Такая именно оперативно-стратегическая, что ли, польза от этой операции. Ну, вот так. Ну, сейчас, я повторюсь, там замрет именно там, где наши примут решение, что здесь удобно обороняться, и встанут. Потому что плотность средств поражения такая, что там никто не выживет в киллзоне. А киллзона это там 10-15 километров. Вообще, где никто не выживет. 10-15 километров. Тем более сейчас зеленки нет еще. Вообще не спрячешься. Зеленка появится, там будет еще так, более-менее какие-то шансы там, затеряться будут, а считай до апреля как бы ни одного шанса, даже до мая примерно. В мае начинается уже такая буйная растительность, там уже можно как-то так немножко эффективнее прятаться. Ну, то есть, по сути, вот даже исходя из таких погодных условий, похоже на то, что там боевые действия еще несколько недель будут идти, потому что, ну, мы видим, что все идет как бы вот в аккомпанемент, под аккомпанемент этих переговоров, потому что там Трамп сегодня сделал очередное заявление, что там 18 марта проведет телефонный разговор, и американцы там сегодня говорили, что там 10 ярдов осталось там до перемирия, там, да. И, ну, собственно говоря, масса таких идет новостей, которые показывают, что стороны интенсивно торгуются, ну, потому что, например, вот сегодня Bloomberg сообщил, что Путин разрешает некоторым западным фондам продавать российские ценные бумаги
за день до запланированных переговоров с Трампом о возможном прекращении огня. Согласно опубликованному указу, Путин позволил зарегистрированному в США фонду 683 Capital Partners LP приобретать ценные бумаги российских компаний, которые ранее принадлежали примерно дюжине западных инвестиционных и хедж-фондов. Среди фондов, получивших право продавать свои активы, оказались Franklin Advisors, Templeton Asset Management, Bell Gifford Overseas. Указ также уполномачивает две российские структуры проводить сделки. Ну, короче говоря, идет явно какая-то разморозка там деловой активности, причем оно такое вот как бы точечное, там, в духе «ты мне, я тебе». Там, подморозили этого, Трамп подмораживает этого судью международного суда, который санкции там на Путина наложил, там, да. Да, эти со своей стороны там переговоры с Ираном как бы проводят, пытаются как бы втянуться в переговоры с Ираном. Параллельно сейчас мы вот видим, с хуситами начинается заваруха. Это тоже такой психологический и не только элемент давления на Иран. Там Трамп уже чуть ли войну там хуситам не объявил и говорит, что мы знаем, что Иран стоит за ними. Ну, то есть они в комплексе пытаются так вот разыграть там сразу на нескольких шахматных досках там свои партии там со своими интересами. И вот в этом контексте, как ты считаешь, собственно говоря, вот Украина, она входит в эту партию, как бы там, да, вошла уже с какими картами? Потому что когда нам американцы пригрозили, новая администрация пригрозила там остановить поставки оружия, то у нас тут многие говорили о том, что, и высшее руководство в том числе, что мы там спокойно до конца года можем воевать на тех поставках там, и на тех запасах, которые были сделаны ранее. Вот в этом контексте ты как оцениваешь нашу устойчивость? Вот как она тебе кажется? Военную, с военной точки зрения. Ну, смотри, если бы с российской стороны все было стабильно, то есть у них ежемесячно одни и те же, значит, пополнения идут там и так далее. То есть они не наращивают свой комплект войск, мы не наращиваем свой комплект войск, то как бы все достаточно стабильно. Но проблема состоит в том, что, судя по всему, где-то к середине года у российской армии будет большая проблема с кадрами. Большая кадровая проблема. Я имею в виду количество пехоты в первую очередь. Там штабы особо там не дохнут у них, а вот пехота дохнет там с завидной регулярностью. Вот. И механизмов пополнения рекрутингового, там, по сути, найма наемников уже будет не хватать для того, чтобы обеспечивать предыдущий комплект войск. И вот это ИПСО, о том, что они там выполнили на 107% там, и так далее, это ИПСО. То есть, очевидно, по характеру взятых в плен в последнее время персонала противника, его снижение качества настолько огромное. Вот, допустим, моя 24-я бригада в Часовьяре, да, она воюет уже там, полтора года уже, да, или больше года, надо вспоминать, больше года, по крайней мере, в Часовьяре. Основной противник это 98-я дивизия, Ивановская, Костромская. Значит, поначалу там рексы были. Вот рексы, то есть десантура такая, хорошего качества, скажем так. В последнее время там все, что попадается, это там сплошные недоразумения. И, во-первых, там буквально на второй неделе после подписания контракта уже все, они уже у нас тепленькие тут сидят. То есть никакой подготовки, ни хрена. Средний возраст подскочил лет на 15 у этих десантников, так называемых. Там 50 плюс уже все, десантники, да, ивановские. То есть, если там и выполняют пополнение, то там, наверное, скоро и 70-летние пойдут у них строй. То есть это уже материал качественно другой. А на такой идут только когда как бы нет нормального. Вот. Поэтому совершенно точно у Путина заканчиваются войска для того, чтобы вести именно тот тип боевых действий, который он ведет с начала октября 23 года, когда он начал наступление на Авдеевку. То есть постоянные интенсивные бои. То есть, если ты помнишь, именно с того момента ежедневные среднесуточные потери составляют около 1500 человек в день.
у противника, Мгм. по, Да. по данным нашего Генштаба. И я тебе скажу, что эта цифра очень близка к реальности. Просто знаю, как она формируется, и она реально очень близка к реальности. Вот. То есть, этот тип боевых действий, единственный, который он имел такую внешнюю успешность, потому что это именно внешняя успешность, там, приобретение там, посадочки, там, парочки квадратных километров, пусть там 70 квадратных километров в неделю. Но такими темпами им Донецкую область брать 3 года еще, понимаешь? И такими темпами им надо 800 тысяч солдат положить за эту самую Донецкую область. Поэтому и сказать, что вот положить 800 тысяч солдат, при этом как бы забрать агломерацию, там, состоящую из раз, два, три, 4 городов, ну, как бы, ну, что занадто-то на здраво, да? То есть назвать это победой будет очень сложно. То есть он в позиционном тупике в данном случае. Значит, но это не значит, что у него нет выхода. Выход у него есть. Если ему не дадут возможность выйти из войны, то у него есть возможность сделать из России Северную Корею и перейти на рельсы военного коммунизма. Кто скажет, что у него не получится, тот обманывает или себя, или всех. Потому что совершенно точно инструменты у Путина включить механизмы военного коммунизма, типа за Родину, за Сталина, все в строй, все заводы клепают, значит, снаряды, патроны, пока там Великой Победы там не будет и так далее. И вот эта самая война даст ему возможность эту власть как бы применить. Но в этом случае у него будет несколько миллионов человек под ружьем. В этом случае, когда война забуксует на самом деле, и штык будет воткнут в землю, то наступит сразу февраль 17-го. То есть, скажем так, если эту крысу загнать в угол, он вынужден будет перейти к уже всеобщей мобилизации. Для того, чтобы мобилизовывать уже насильно, нужно уже все установить в Северной Корее. В полном смысле этого слова. И в экономическом, и в политическом. Есть у него такая возможность? Есть. Но это может привести к тому, что как бы он продлит свою жизнь ровно на, там, ну не ровно, а там 2, максимум 3 года. Потому что когда уже вот это вот насильно нагнанный народ воткнет штык в землю, да, то есть пока они там молодые, вчера мобилизованные, у них шары по 7 копеек, их там гонят, Ахмад-чай пугает, там, то есть все. А через 3 года они станут бойцами, у которых 3-летний боевой опыт. Их уже там Ахмад-чаем не запугаешь. И тогда они могут там солдатские комитеты создать, там, ну и вся картина там, образца 17-го года. То есть это в этом случае все беда, катастрофа будет у Путина. И поэтому, как минимум, поэтому ему нет смысла к этому переходить. А есть смысл найти какой-то формат прекращения огня, выхода из войны. Но у него есть очень обязательное условие. Ему надо выйти из войны так, чтобы он вполне мог объявить своим подданным о великой победе, достигнутой, значит, под его великим руководством. И не просто так это заявить, а так, чтобы хотя бы больше половины убедить в этом же. Поэтому он не может с побитой мордой выходить из войны. Ему нужно выходить с гордо поднятым хвостом и со знаменами. И именно это ему обеспечивает Трамп. Говоря публично о том, что он хороший парень, у него с ним там хороший разговор, о том, что, значит, он заждался его, значит, в J7, типа и J8 надо, ну и так далее. То есть он ему вешает такую морковку этой крысе, загнанной в угол, и этой морковкой показывает, как из этого угла выйти. А если его не выпускать из этого угла, дальше мы получим что? 5-миллионную российскую армию, а то и 10. Извините, а кто будет ее сдерживать? Украина рухнет сразу, потому что как бы мы вот то, что сейчас еле сдерживаем. А если добавить эту биомассу, как бы кратно увеличить, то как бы, ну, Украина уже не вынесет, потому что внутренний, как это сказать, внутренняя червивость власти привела к тому, что у нас не осталось возможности мобилизоваться на следующий уровень. Что творится как бы с базификацией, все видят. То есть шансов нарастить, там, допустим, на 500 тысяч количество войск у нас нет.
Ни одного шанса. То есть удержаться, вот если бы у них ничего не происходило, и у нас ничего не происходило, то да, можно было бы так воевать еще много. Но у них происходит. Путин вынужден будет, если война перевалит через июнь, переходить к мобилизации. Для того, чтобы к ней перейти, он вынужден будет делать из России Северную Корею. А когда это будет Северная Корея, он может мобилизовать уже не там 100 тысяч или 500, а может и 5 миллионов. А имея как бы уже раз так случилось, то дальше ему надо воевать и воевать, и желательно успешно. Дальше, я думаю, сила появится и на Прибалтику, и на Польшу. Ну, Я ну, тут- думаю, к скандинавам только не полезет. Там театр военных действий сложный, и более стойкие будут в обороне стоять бойцы. Ну, но тут просто не забываем, что если Путин идет в такой как бы уже трэш, там, да, то тут уже понимать, на какие экономические ресурсы он опирается. Да, они у России огромные, но там тоже как бы масса деструктивных тенденций потихонечку накапливается там. И... Военный коммунизм, Юра, военный коммунизм. Внутренних ресурсов совершенно точно хватит, чтобы впроголодь держать 140 миллионов человек. Россия, в отличие от периода там голодовки там какой-то, да, является крупнейшим экспортером продовольствия в мире. То есть себя она, прокормит. Вот. А заставлять работать можно не только за деньги, но и за как бы угрозу Паёк. расстрела. Да, за паёк, да, за карточки, можно там бижутерию придумать, там медаль за бой, за труд, из одного металла льют, там и так далее. То есть на самом деле у него внутренних инструментов для перевода Российской Федерации в режим Северной Кореи достаточно. Другой вопрос, повторюсь, если как бы стратегически на это дело посмотреть, когда вот эти мобилизованные 5 миллионов воткнут штык в землю и скажут, все, дальше воевать не будем, надоело. А когда они это сделают? Когда они станут опытными бойцами. То есть не вот свеженабранными, мобилизованными с глазами по 7 копеек, куда погнали, туда побежал. Через 3 года у любого глаза будут уже не по 7 копеек, это будет уже опытный солдат, которого там хрен запугаешь заградотрядом, а организованное подразделение может еще там ночью сходить и этот заградотряд еще ликвидировать. Ну, просто чтобы не мешал самоволке бегать за самогонкой. Вот. То есть это будет уже другое качество. То есть через 3 года он получит 5 миллионов вооруженных людей, ненавидящих власть. И это 17-й год прошлого века. Поэтому я думаю, что на это не пойдет. Ну, не то, что не пойдет, он очень не хочет на это идти. Потому что жить он собрался не в ближайшие 2 года, а еще, может, лет 20. И наследников оставить процветающих. Вот. А тут как бы у него прямой ход к краху. Единственное заинтересованное лицо в этом может быть Китай. Может быть. В том плане, что если развалится Россия, это именно путь и к развалу центробежному, да, то Китай может получить обратно свою Северную Манчжурию и заодно контроль над Зауральем всем. Вот. И вообще Путин, когда будет куда-то бежать, ему бежать, в общем-то, особо некуда, и он может, как Янукович с Крымом сбежал в Россию, да, то Путин может сбежать в Китай, там, тоже там, с Преамурьем. Но с другой стороны, смотри, мы видим, что Трамп активно маневрирует и пытается с Путиным заключить сделку как раз по поводу Китая. И эта сделка, в духе, в котором там играли Никсон с Киссинджером, как бы там, да, и можно вспомнить там и Трумэна с Ачесоном, когда они там тоже решали вопрос треугольника там, с Китаем, с СССР, когда с Чан Кайши маневрировали, в конце концов его слили, а потом он через год уже понадобился в контексте войны в Корее в 1950 году. И, в общем-то, здесь на самом деле очень серьезные ставки, потому что Трамп на самом деле предлагает Путину достаточно жирные вещи, на которые сложно не клюнуть, потому что это и признание, которое он любит в глазах США, вот, и нефть, и возможность нефть, газ экспортировать на премиальные рынки, правда, при посредничестве США, потому что там схемы формируются, в которых Штаты будут
играть роль посредника, который получает свою маржу от, в общем-то, от того, что запускается как бы вновь эти транспортные, эти газовые потоки, как бы там, да, если брать Северный поток, и украинскую ГТС, потому что очевидно, что украинская ГТС тоже будет в такой же схеме там, да. Вот. Да, да. Вот, кстати, да, еще никто не сказал про украинскую ГТС. Вот. Те там редкоземельные металлы, там, это фигня по сравнению с газотранспортной системой украинской. Если сдать конфессию, по крайней мере, транспортной мощности американскому бизнесу, тут будет точно гарантия безопасности. Вот. Но наши как бы олигархи, естественно, не хотят этого выпускать, потому что они же кормились с рук именно с этого вот вонючего газа. Вот, ну ладно, короче, тут идея в чем? Да, изменилось, дает... извини, перебью, на самом деле ситуация изменилась, потому что труба уже пустая, и поэтому кормиться, собственно говоря, нечего, поэтому... Нет, сейчас да. Поэтому... Есть смысл сдать конфессию Трампу, сказать, что вот, ну, в принципе, вот труба пустая. Если придумаете, что с ней делать, то как бы делим пополам. Они уже не пополам, да, но они уже все придумали. То есть в этом плане вот эти маневры с фондом там и схемой вот как по Северному потоку, это уже все как бы уже есть. Оно просто вот еще там недостаточно широко идет в медиа, хотя уже в медиа тоже, в западные медиа просачивается информация. Вот. Поэтому в этом контексте, ну, оно явно, ну, вот ты как военный, как ты чувствуешь? Вот в моем понимании, там, да, с точки зрения политического анализа, там, международного анализа, ну, я просто вижу, что все вот явно уже идет как бы к тому, что сформируется конструкция, и там, ну, не 2-3 недели, но я думаю, что к середину апреля, а может быть, к начале апреля будет какая-то подморозка с последующими как бы вот разворачиванием сценария. Вот я вижу вот так. Ну, прекращение огня будет не завтра. То есть вот сегодня мы узнаем, что с 0 часов завтра прекращение огня. Поэтому как бы это заранее спрогнозировать сложно, оно очень субъективно, мяч на стороне Путина. То есть звонок Путина Трампу, тут же как бы Трамп перезванивает Зеленскому и говорит: так, с 0, готовь указ. Тот скажет есть, и как бы все с 0, значит будет прекращение огня. Ну, примерно так. На самом деле нет смысла тянуть дальше, потому что у Путина, как бы, повторюсь, там дефицит серьезный уже войск. И у него было как бы на сносях, что называется, вот эта Курская операция. А больше у него на сносях ничего нет. То есть там, в принципе, какие-то локальные там бои за деревню с громким названием Константинополь на южно-донецком направлении. Ну, в общем-то, и все. То есть у него больше нет ни в обозримой перспективе каких-то операций, которые могут принести какие-то там, не знаю, географические названия, ощущения там победы там, или еще чего-то. Все, ему вот на этой громкой ноте и надо заканчивать. То есть я не удивлюсь, если в понедельник будет прекращение огня. Потому что если не будет, то я не пойму зачем. Потому что ни одного направления не создает какую-то угрозу. То есть сейчас Путин там на громкой ноте, что он вот освободил Курщину, даже напялил ихний этот пиксель зелено-противный ради этого случая. Ну, то есть вот на этой громкой ноте надо заканчивать симфонию, а не так потом. Иначе как бы все впечатление испортится. Вот, потому что я не вижу, где еще там может произойти что-то значимое по всей линии соприкосновения. Вот сейчас. Поэтому вполне возможно, что уже, если не на этой, то на следующей неделе будет прекращение огня. Вот. А потом, ну, кстати, тут еще, ты знаешь, я заценил на самом деле стратегию Трампа. Он как бы дает, реально протягивает руку Путину помощи в том плане, чтобы он смог сохранить свои позиции внутри России. И в этом есть очень глубокий смысл, на самом деле. То есть настроение внутри, не знаю, как ты, а я мониторю, что там в России происходит. То есть у меня там инсайдеры есть. Там как бы вот это победобесие достигло такого уровня, что если Путин вдруг внезапно дематериализуется, ну каким-то образом, то очень вероятно, что на его место придет фанатик.
какой-нибудь Стрелков там или что-то такое. Ну, в смысле, там, не то, чтобы вот это окружение Путина выдвинет из своего круга там фанатика. Нет, не так это будет. Просто как бы дрогнет трон, и наиболее организованные и решительные этот трон захватят. То есть выхватят его у окружения Путина и посадят туда своего. А свой этот может быть фанатиком. Какой-нибудь Гиркин там или еще какой-нибудь там персонаж, которого мы сейчас не знаем, но он известен, что называется, в узких кругах. Вот. И в этом случае с фанатиком уже договариваться сложно. Там, с человеком, главная цель которого как бы хорошо жить, можно договориться всегда. А с фанатиком это очень проблематично. И мало того, его ликвидация физическая этого фанатика ни к чему не приведет. Ну, посмотрите на Хамас. Там практически там, ближайшие 15 представителей как бы, претендентов на трон были ликвидированы в течение года, да, и ничего, как бы Хамас как был Хамасом, так и Хамасом и остался. То же самое и Хезболла. Вот, поэтому ликвидировать как бы фигуру, если она является фанатиком, смысла нет, потому что у него в окружении тоже фанатики. А вот у Путина в окружении вот эти сибариты, которые как бы тянут на себя вот эти патриотические шкурки, имитируя там свою там великороссость, да, а на самом деле это сибариты обычные, просто в этой маске. И не надо их отстранять от власти, совершенно точно. Вот. Если Путин зашатается, там просто споткнется, упадет с лестницы и убьется, то вполне возможно, что его окружение, которое является там бледным, скажем так, очень бледно по себе, да, сможет удержать ситуацию. Вполне возможно, что небольшая группа решительных сможет взять власть в стране, потому что настроение в стране вот нагнетено этой шизофренией, ура, патриотично. И поэтому надо как раз Путину, потому что у него в руках все инструменты, поручить гасить эти настроения. Ну, То есть провести разрядку. Провести уже... разрядку, внутреннюю разрядку, да. То есть, чтобы уже Америка стала уже дружбанами, Европа так, ну, заблудилась, ну, в принципе, тоже хрен с ним. Мы же с ними воевали там, и с ними, и против них, ну, то есть, там, с немцами, так с немцами, а с англичанами вроде вместе воевали. Ну, то есть, ну, вот снизить градус внутри России, чтобы не появились шансы у как бы решительных авантюристов захватить власть в стране. Сейчас у них такой шанс есть, потому что градус внутри страны высокий. И они могут захватить и поддержать. А если градус будет опущенный, да, ну вот возьми там Советский Союз образца там 80-х годов, там, да, вот, ну, как бы, если Троцкий придет, что он там с тем Советским Союзом сделает? Уже ничего. Мы уже все расслаблены анекдотами про Брежнева, там, все слушаем Севу Новгородцева, там, из Лондона, ну и так далее. Вот, и как раз Путину надо поручить это вот, провести работу по дегазации вот этой территории от вот этого шовинистического угара. У него есть для этого инструменты, и ему надо дать мотивы для этого. Так что стратегически правильно помочь Путину выбраться из этого говна. Он и сам хочет. Ну, тут, конечно, придется поторговаться за Украину. И это тоже в рамках... Не нужна нафиг Путину эта Украина, ему надо сохранить морду лица. Потому что с побитой мордой его там свои сидят. Надо как бы триумфатором въехать в столицу после как бы СВО. И Трамп ему в этом помогает. А наше недоразумение вот, действует наоборот. Вот представь себе модель поведения Маннергейма, когда Финляндии нужно было выходить из войны в 1944 году. Если бы он вел себя так, как наш лидер Ты Зеленского имеешь в виду? страны. Да. Вот если бы Маннергейм вот говорил все то, что говорит Зеленский, только Маннергейм говорил о Сталине, вот это все, то что бы было бы с Финляндией? Как бы она вышла из войны? В каком виде? Как Польша. И осталась ли бы она в европейской части вообще? Я думаю, что она была бы автономной областью финской, где-нибудь вот там, где исторические финно-угорские племена появились на Поволжье. Где-нибудь там, или в Поволжье, или вообще там за Урале.
все, кто выжил из финнов, вот там бы и поселились. И там столицу бы им сделали какой-нибудь, не Хельсинки, а какой-нибудь Биробиджан-2. Вот. Поэтому тут очевидно, что Зеленский не полный недоумок, то есть у него есть какой-то план. И этот план заключается в том, чтобы сорвать мирный трак Трампа. Именно поэтому он так себя ведет. Не потому, что он такой горячий, молодой, горячий, да, или как там в этом классика. Нет, потому что ему крайне не нравится, что происходит. Но Это ведет к окончанию как бы праздника жизни для его 5-6 менеджеров и его лично. И как бы они как бы не очень бы хотели. Ну, какая, собственно, альтернатива? Вот я же тебе говорил, что может ли Украина самостоятельно вести войну? Но мы понимаем, что нет. Поддержка, Нет. поддержка Европы. Но вот сегодня там, значит, Каллас заявила, что, ну, которая является высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности, сказала, что они там прорабатывают план по предоставлению военной помощи Украине на 40 миллиардов евро, что прямая цитата: относительно Украины существует широкая политическая поддержка оборонной инициативы в размере 40 миллиардов евро. Конечно, сейчас дискуссия идет вокруг деталей, но на прошлом заседании Европейского совета 6 марта мы получили выводы, что нам необходимо двигаться с этой инициативой. Мы еще провели кое-какую работу над этим вопросом. Ну, из Германии тоже там идут сигналы, что новая администрация, новая коалиция даст 3 миллиарда евро, как бы там они возобновят, значит, поставки, хотя честно признали, что Аристе, например, они сейчас не дадут, потому что они их не изготовили, а на изготовление уйдет еще там год. Ну, то есть Европа, с одной стороны, она начинает дергаться, и возникают очень интересные конструкции, потому что, например, мы видим, как активизировалась Турция, и, собственно, если Европа остается без поддержки Штатов, то они уже, я думаю, близки к тому, чтобы подумывать о том, как бы Турцию в свою конструкцию включать безопасности, и в связи с этим даже дать Турции членство в ЕС, то, что она там несколько десятков лет не могла получить. Но, как бы, вот, я думаю, ты тут сам, находясь там, зная Европу хорошо изнутри, думаю, вот как ты думаешь, насколько, в принципе, европейцы могут стать серьезной такой точкой опоры для Зеленского? Потому что еще одна вот цитата. Сегодня Кир Стармер, тоже британский премьер, анонсировал в «Таймс», значит, что 1000 британских миротворцев могут быть размещены в Украине на неопределенный срок для защиты страны от дальнейшего российского вторжения. 20 марта в Лондоне состоится встреча глав оборонных ведомств стран коалиции желающих, где детально обсудят вопросы возможного размещения миротворческих сил в случае достижения соглашения о прекращении огня Украины с Россией. Переговоры по размещению войск в Украине после организованного Лондоном онлайн-саммита коалиции желающих ведут около 1,5 десятка стран, среди которых Великобритания, Франция, Турция, Канада, Австралия. Планируется направить в Украину до 30 тысяч военнослужащих, другие страны коалиции будут помогать оружием и логистикой. Ну, если посмотреть, то видно, что как бы играет вот условно бриты со своими союзниками, а Турция является, кстати, одним из таких союзников ближайших, плюс Франция и, ну, собственно, там еще страны Северной Европы поменьше. Вот как ты видишь на наши возможности, там, смотришь на наши возможности относительно альтернативы, если мы теряем поддержку США? Ну, все было бы красиво, если бы, повторюсь, в России все происходило так, как происходило до сих пор. Но, к сожалению, эта шара заканчивается. То есть Путин вынужден будет переходить к новому этапу. У него закончился материал наемников качественных. У него пошел уже окончательный мусор, и для того, чтобы нагнать как бы качественных войск уже не будет, надо брать количеством. Чтобы взять количеством, надо делать из России Северную Корею. А тогда уже будет не там 600-тысячная группировка в его распоряжении, а уже несколько миллионная, причем сколько он захочет. Причем экономика станет на военные рельсы военного коммунизма. Дело в том, что он загнанная в угол крыса. Вот в режиме вот этой вот, ну, относительно вялой войны, то есть без мобилизации России, ну, Украина будет долго еще кровь пить, там еще подбивается, там, может быть, там годик-два, пока не иссякнет. У нас же тоже что-то растет, там вот этот дроновый фронт, реальные технологии там всякие разные.
Вот. Можем там развернуть набор наемников тоже там за рубежом. Подключить ЧВК, то есть, ну, как-то так бодаться еще там пару лет. Но проблема в том, что у Путина уже выбора нет. У него, если будет перевалит война через полгода и не будет иметь завтрашние перспективы окончания, он вынужден будет переходить к режиму военного коммунизма. А уже с 5-миллионной армией не только мы, Европа не справится. Они не успеют тут мобилизоваться. С тем комплектом политиков, которые сейчас во власти, война в Европе будет выглядеть, и 5-миллионная российская армия, война в Европе будет выглядеть как кампания германской армии во Франции в 1940 году. 2 недели. Угу. И потом Путин скажет, что вот теперь президентом у вас будет Орбан, он мне нравится. Вот. Он там будет назначать губернатора там, Испании, Португалии там, и Франции. Вот, и все. И тогда я не пойду, мой солдат не наступит, не помоет сапоги, что называется, в Бискайском заливе. А если как бы не согласны, то сходит и помоет. Вот. Ну, примерно такая ситуация. И единственное, кто может их спасти, это Штаты. Но это будет уже именно спасение. Это будет такой ультиматум Вильсона, там, ну, в таком плане. Ну, так в этом плане... И этот ультиматум, поверь мне, будет уже, знаешь, где проходить? Этот уже будет по Висле проходить. Ну, так линия разграничений. Я только об этом Если не по Одеру. Да, я только об этом хотел сказать. Так, ну, собственно говоря, Трамп может в эту логику спокойно играть, потому что ему интересна жирная, как бы, Западная Европа, которую можно доить и которая будет реципиентом безопасности. А Путин выступает удобным таким, удобным чудовищем, которое можно пугать, как Гитлером Штаты как бы разбирали бритов. Он же не пугает, это реальное развитие событий в случае, если как бы бросить его на самотек. Если пугать дальше Путина, не давать возможность ему выйти из угла со знаменами, то оно так и будет все. И только будет Трамп сидеть и думать, в какой момент ему вступать. Вот в какой момент. Вот по Висле или по Одеру останавливать. Да. Вот, поэтому я согласен в этой логике. Она для Трампа, она ну, фактически беспроигрышна с точки зрения там, его интересов как бы, национальных. Хотя, с другой стороны, ну, в принципе, такой подход он уничтожает, скажем так, и НАТО в прежнем виде, и вообще систему отношений Штатов со своими стратегическими союзниками. Потому что, например, Япония сегодня заявила о том, что размещает ракеты там на юге в районе там, Окинавы, там, да, на южных, чтобы защитить Окинаву, там и южные острова свои. Да, и, собственно говоря, и Япония, и корейцы задаются вопросом, ну, а в принципе, насколько вообще Штаты будут выполнять свои договоренности. Мы видим новость из Португалии относительно того, что они пересматривают возможность закупки F-35 по той простой причине, что Штаты, если, ну, там появилась информация, что Штаты там не обновляют прошивку, и F-35 становятся видимыми для российских радаров, например. Ну и, собственно, уже как бы там французы суетятся и говорят, покупайте Рафали там или Еврофайтеры которые строит европейская промышленность. И, ну, как бы это такая очень, очень опасная игра и для Трампа в том числе, ну, точнее говоря, для Соединенных Штатов, потому что можно заиграться в такой шантаж геополитический до такого уровня, что начнет обсыпаться просто вся имперская инфраструктура США, которая была сформирована после Второй мировой войны. Точнее говоря, она уже сыпется. Просто Трамп пытается создать новую архитектуру, где Путин является вот одним из таких элементов, такой кнут, да, вот такой кнут для того, чтобы принудить там Европу, принудить там других своих союзников к послушанию. Вот. Но тут можно заиграться. Даже не только к послушанию, а к тому, чтобы они платили за себя. Вот. И, кстати, ты говоришь, Рафаль, да не вопрос. А сколько может Рафаль произвести в год изделий? Немного. Да? И сколько может произвести их Локхид? Да? Вот, так на минуточку. Это сколько веков надо будет переоборудовать авиацию Евросоюза там, на Рафале?
Поэтому никуда не денутся, будут в 35-е закупать. Ну, это если они не пойдут в милитаризационный вот этот тренд, потому что мы видим, что Германия начинает потихонечку перестраиваться. Там и в Дрездене Volkswagen закрывает автомобильный завод, и на его месте будет производство вооружения. То есть сумрачный тевтонский гений, он так начинает просыпаться. Я думаю, что многие в Европе вздрогнут, когда он проснется. Но тут Уже вопрос... 3 года он там просыпается, он встал только и задницу почесал. Пока, Ну, за эти 3 года. возможно, он так долго с россиянами контактировал, что стал как Илья Муромец, там 33 года лежал, Да лежал на нет, печи. немцы стали травоядными. Немцы стали травоядными. Германия, ну вот у меня, я только там недавно был, операцию делал на плече во Франкфурте. Ну там Германия это уже не государство немцев. Это уже мультикульти. Там, понимаешь, это уже совсем другие люди, это травоядная нация, которую как бы для того, чтобы они стали воевать, им надо действительно повоевать сначала. Вот. И потом, может быть, там при смене поколения они станут, скажем так, воинственной нацией. Нет, это уже не та. История Германии к нынешнему состоянию этого государства не имеет никакого отношения. Вот. Невозможно из человека, который вырос травоядным, сделать хищника. Это нужно выращивать новых людей в новых условиях. Поэтому, ну, совершенно точно нет. Сумрачный тевтонский гений уже это исторический артефакт. Ну, в этом плане Украина в европейском контуре безопасности, она бы могла быть, ну, таким существенным элементом, если бы Европа решилась на субъектную, как бы, политику безопасности. Но, исходя из того, что ты говоришь, ну, и, в общем-то, я тоже вижу по Европе, что, ну, огромные проблемы будут с пробуждением вот этой европейской воинственности, которая, собственно говоря, в Европу сделала Европой в мировой истории. Или как ты думаешь? Ну, по сути, изъявляет готовность с оружием в руках защищать свою страну только скандинавы, немножко голландцы и датчане. Ну, датчане и так скандинавы. Немножко голландцы, немножко британцы. Все, больше никто. Остальные там на ближайшие плавсредства, если до Америки не догребут, то хотя бы до Африки. И все, и так далее. Украина выдала на гора 1 миллион человек. Да, из 30 миллионов 1 миллион человек выдала на гора. Наверное, 1,5 бы выдало. Если бы как бы не такое вороватое правительство было, да, и цинично, ну, вообще такое мелкое даже, понимаешь, что они хоть и воруют много, но они как-то мелко выглядят. Вот. Если бы не вот это, то, наверное, до 5 миллионов ресурс Украины мог бы быть, да. А вот вся остальная Европа, все остальные 500 этих миллионов, 550. я думаю, что и половины бы не выдали из этого. Вот. Ну и мало того, и вся бы европейская армия состояла наполовину из скандинавов, там, на четверть из британцев и на четверть из всех остальных. Вот примерно так. И набралось бы их пару сотен тысяч всего. Я имею в виду тех, кто воевать будет. Угу. Ну, вот такая вот сейчас история. И что они сделают с Ордой, которую как бы мобилизуют? Если Орду набрал, то надо идти в поход. Если Путин Орду наберет, он пойдет в поход. Ну, как минимум, Прибалтику оторвет, там все такое, а потом скажет, ну, что мне делать? Не, ребята, ну, как бы, потому что ему надо будет, потом выходить из этой фазы ему будет уже сложнее. Поэтому лучше, чтобы он туда не заходил. И вот эта вот Европа с этими потугами, она может обеспечивать как бы вот прежний режим войны, а вот новый ни одного шанса. Ни одного шанса. Да и штатам надо еще сильно напрячься, чтобы где-то хотя бы на ударе их остановить. То есть не просто так он встанет и скажет, ай-яй-яй, дальше нельзя. И Путин такой, все, хорошо, понял, дальше не хожу. Нет, там будет серьезный замес. И действительно Третьей мировой будет пахнуть. Украина в этой конструкции вот где оказывается? То есть, ну, я имею в виду, в случае, если перемирие подписывают, там, да, оно запускается. Вот в твоем понимании, какие у Украины плюсы, какие минусы? Ну, смотри, у Украины, во-первых, надо разобраться, кто у нас власть. Если такие же жулики, которые были предыдущие ротации правительства, то в перспективе у нас не очень. Если у нас, во-первых, демография уйдет, просто, ну, как бы
страна, которую будут продолжать грабить, она никогда не будет инвестиционно привлекательной и территорией, на которой люди будут хотеть жить. Вот. Поэтому она обречена как бы к деградации, стагнации такой, ну, тотальной. Вот. А если ну, придет как бы правительство, которое займется как бы правильными делами, то перспективы очень сильные. Очень сильные. Даже, Вот, вот так вот. даже в нейтральном статусе, по сути. Да, да, а что такое нейтральный статус? Если у нас сохранится как бы население, там хотя бы 30 миллионов, да, ну что такое нейтральный статус? У нас самая сильная армия в мире, самая боеспособная будет это население. Самая швейцарская из всех швейцарских армий в мире, вместе с израильской. Понимаешь, то есть кто нам вообще... И командование у нас будет уже не вот эти вот... скажем так, слабые, которые сейчас, не хочу использовать резкие термины, пока война не кончилась, а будет уже другое. Да, нам сам черт не брат, да, то есть, ну, как бы все остальное НАТО по сравнению с боевой боеспособностью украинской армии, отмобилизованной украинской армии, ну, так будет так, ну, железо получше, да, там все дела, ну сейчас война-то поменялась. Понимаешь, в чем дело? Все железо, которое там сейчас в НАТО, оно было сориентировано на Третью мировую войну. Это гигантскими лавинами брони, железа там и так далее. А сейчас, видишь, тактика мелких пехотных групп. Вот что ты сделаешь вот с этой всей армадой, с этой авиацией там, и так далее? Вот как ты авиацией будешь бороться с тактикой мелких пехотных групп? Там, где расстояние между там тройками будет несколько сотен метров. Что бомбить будешь? По тонне, по ракете на каждую тройку? Вот как? Ну, россияне так и пробуют. Они же так и кабами и кидали все время там, да, ну, правда, по стационарным позициям, вот, украинским. Вот там-то и дело, да. А тут, когда херак нет стационарных позиций, вот тут как раз и беда. Или не видно, где ты, понимаешь? Вот нарыто там куча всякого песка, щебня, камней, там, каких-то нор там, и так далее. И вот в этой вот площади, где можно, в принципе, батальон разместить, да, где-то там ныкается 10 человек. Где-то там. Ну и как, куда кап кидать? Угу. Ну, на самом деле, на этой войне вот эта вот маскировка, это главное оружие. Потому что если противник знает, где ты, у него он всегда найдется, там, дойдут до тебя когда-нибудь руки и тебя убьют. А когда не знают, где ты, или вас много, и вы все по норам, еще и так хаотично перемещаетесь, то как бы есть шансы выжить, сохранить боеспособность и достойно встретить противника, если вдруг он захочет к тебе сходить в гости. Даже несмотря на дроны и все, ну, и вот эту вот, скажем так, огневую мощь, которую они сейчас обеспечивают, там, да, поражение по живой силе. Так дроноводов-то, вот скажи, сколько дроноводов в Европе? Вот именно имеющих боевой опыт, там сотни боевых вылетов. Хотя бы сотни, у нас некоторые тысячи уже боевых вылетов имеют. Тысячи. Я тебе уверяю, вообще необстрелянный боец стоит даже не 10, наверное, 20 обстрелянных. Наоборот, обстрелянный воин стоит 10, а то и 20 необстрелянных. Несмотря на то, что того учили на полигонах. То есть не просто там чувак, которого в строй поставили. Нет, это кадровый. Там на контрактник там, и так далее. Вот 10 контрактников необстрелянных стоит одного обстрелянного. Мобилизованного. Угу. В среднем. Ну так вот у нас таких обстрелянных сейчас 1500. Я имею в виду тех, которые обстреляны на фронте именно, они там просто участники боевых действий писаря. Угу. Ну, потому что многие уже откосили. Вот большинство моих друзей уже как бы по разным болячкам как бы уже откосили. Ну, как, у кого была это инвалидность еще с 15 года, у кого было 3 детей еще в 22 году, у кого там еще какая-то солдатская причина. Вот. У кого как бы просто достало его, пошел и добился такие увольнения через здоровье, как я. Вот. Хотя мне не сильно мешали, честно говоря. Если бы мешали, конечно, не отпустили бы. А так контрикам было выгодно, чтобы я это вот сдыхался, чтобы по мне больше вопросов не было. Поэтому они меня, по сути, отпустили.
Вот. Могли бы еще кровь попить. И лежал бы у меня в госпитале там годами, да. Вот, то есть на самом деле достаточно много украинцев, которые просто устали вот за эти 3 года войны и сами решили, что ну вот мне пора. И у него есть основания, то есть вот таких достаточно много моих побратимов. Вот. Плюс те, кто заменились, у кого были реально формальные причины на этот, как его, условно годный, и они там тоже позаменялись и перешли в какие-то тыловые части куда-нибудь там поближе к дому, чтобы детей видеть. Чтобы детей видеть свои, а то вырастут без тебя вообще. Год-то идут. Вон я тоже своего малого, да, я уехал, ему было, вот сейчас ему 16. Да, я его в 13 оставил. Вот эти 3 года, как бы, я его не видел. Ну, как да. видел? Так Видел еще- пару раз в отпуске. Да. Так у тебя еще 14-15 год был, это что же это не забываем? Ну, 14-15, тогда жена приезжала, и я тогда более свободный казак был, понимаешь, тогда все-таки мы были добробаты, и вот эти вот генералитет, который сейчас вот самый главный, они там хвост поджимали, они в наши дела не совались. Мы сами решали, кому когда в отпуск. Там. У меня пароход в ремонт зашел, я поехал пароход ремонтировать. Вот. Дебальцево началось, я там с парохода прям с судоремонтного завода приехал в Дебальцево. Какого там 31 января или 1 февраля, уже не помню. Вот. Такое, то есть мы тогда жили своей как бы историей. Когда фронт, все на фронте. Когда ротация, то как бы, что нам старым там по полигонам бегать-то? И кто нас посчитает, кроме нас? Вот. А тут нет, тут другая история. А скажи, как ты Вот, вот... ты попал, ты как раб на галере, прикован к веслу. Вот это вот то, что ты сказала, это, ну, скажем, из этого вытекает еще один очень интересный момент для наших ближайших перспектив. Это субъективизация вот таких военных, как, ну, скажем так, как политической элиты. Вот как ты думаешь, это произойдет вот сразу после окончания, когда начнется избирательная кампания? И какое количество вот таких осознанных людей готово будет пойти вот в эту политику? Ой, ну, как бы запрос на справедливость, конечно, побольше будет, да, то есть политической активности будет больше, но вот смотри, из моих побратимов, вот близких, да, у меня там, ну, человек, скажем так, в процентах буду говорить, иначе нужно понимать, какой круг. Процентов, наверное, 25 порохоботы, вот прям вот Петр Алексеевич, там, все аргументы мои, там, они не слушают, это вопрос не логики, это вопрос веры. Угу. Вот Петр Алексеевич, все. Несмотря на то, что он их пытался сдать Дебальцево в качестве пленных немцев, вот, но как бы мои аргументы, они меня уважают, любят как брата, но как бы это вопрос веры. Логика тут не работает. Так, потом свободовцы. Вот у меня есть несколько хлопцев там, ну, условно говоря, 15%. Вот это свободовцы. Хотя свобода как партия как бы потеряла баллы там, после того, как они к власти пришли, после Майдана, да, ну, сильно проштрафились их там эти функционеры, там, что их репутация там в родной Львовской области рухнула там ниже плинтуса. Вот. Но тем не менее есть у меня несколько свободовцев, которые там до сих пор там Тигнебок, там все дела. Потом, ну, есть даже вот, которые там, ну, партия. Ну, вот смотри, есть такой очень классный командир, сейчас уже полка беспилотных систем, Ахиллес. Фамилия Наев, я все время забываю. 92-й бригадой, короче. Я постоянно с ними воевал, причем мои дроноводы, которые занимались подготовкой боеприпасов, учились именно там. То есть мне было удобно, там у них целая мастерская была, целый такой мини-заводик, и я туда своих отправил, и они там как бы набрались умора разума, и там, потому что боеприпасы самим надо изготавливать, никто тебе их не даст. Юрий Федоренко это. Да, вот точно. Очень мудрый чувак, кстати, очень мудрый чувак. И он же депутат от «Слуги народа», по-моему, и нигде ни разу не сказал, что он как бы перестал быть слугой народа. Даже это Безуглая уже из партии вышла, а он нет, ну как бы.
Потом еще что? Азов. Ну, Азов это, там, несмотря на то, что Белецкий сейчас белый и пушистый, и делает вид, что он вообще как бы и даже не думает ни о чем, но он же сидит на стреме. Ну вот, то есть, что такое армия? То есть, ты думаешь, партия какая-то? Да мы все уже по партиям поделены, еще до этой войны. Не, я не имел в Вот. виду партию, я имел в виду вот именно активность в разных партиях. Вот это я имел в виду. Не, активность будет радикальная, да, то есть активность радикальная, то есть у людей будет массовый, ну, во-первых, ПТСР, не забывай, то есть все воспринимается архиболезненно, это как соль на рану. Ну вот, любая как бы несправедливость, что ли, да, или там ненависть такая. Вот если они не любят там Зеленского, значит не любят так, что ему лучше держаться от них подальше. Если там не любят там Порошенко, то то же самое. Вот. Хотя Порошенко никто не трогал в последнее время. Ну, во-первых, он там очень демонстративно там помогал, реально там какие-то деньги потратил. Наверное, процентов 10 от того, что украл там за свою каденцию, наверное, потратил. И похудел еще, видимо, переживал на нервах много. Поэтому его никто не трогал. Там, когда он привез самолеты в мою бригаду, я послал там своих парохоботов, побратимов, чтобы они с детства за Петю, там, они там свои тарелочки. Я, естественно, не поехал, потому что я бы ему руку не протянул. Вот несмотря ни на что. Зачем оно мне надо? Вот. Поэтому, на самом деле, рассматривать армию как какой-то субъект вообще нельзя. Угу. Это примерно, условно говоря, 1 миллион субъектов, каждый из которых вот, совершенно не слепок соседнего. Но они способны объединяться в группы для решения конкретных задач. Ну, к примеру, если Майдан случится, то он займет, я думаю, часа 3-4. Вместо 3-4 месяцев, как раньше. Угу. То есть, если уже решаться, то как бы это все будет быстро и Эффективно. как бы и радикально. Да. Вот. Поэтому, как бы, не дай бог этой власти довести до Майдана. Они даже не успеют понять, как она закончилась. Ну, в смысле, их власть. Другая. И причем объединяться тут будут и парохоботы, и азовцы, и свободовцы в одном подразделении. Ну, я имею в виду, в одной штурмовой группе. Угу. То есть ситуативно объединиться против врага, как мы сейчас против россиян, как бы однозначно. А то, что как бы Зеленского в армии не любит никто, это абсолютно точно. Скажем так, в разной степени презирают активно. Чем как бы дальше переднего края, тем могут быть меньше презирать. А чем ближе к переднему краю, презирают очень активно. Поэтому как бы Зеленский враг вот людям в погонах. Мы все его ненавидим. Просто в разной степени это озвучиваем. Вот командиры не могут озвучивать, их тут же снимут. Они вложили там душу, время, сердце в это подразделение. Они боятся, что на их подразделение пришлют какого-то мясника, который начнет их братьев кидать в топку, как хворост. И так далее. То есть у них есть мотивы у всех молчать. Это создает иллюзию, что Зеленский, там, у него какая-то есть репутация. У него настолько негативные как бы, к нему отношения, что ну, мало кто себе это представляет. Я представляю. Угу. А когда произошел вот этот перелом? Ну, потому что, может быть, любви не было, но после 22-го, ну, 24-22, когда он не побежал, ну, по крайней мере, было, было уважение, там, что вот проявился так. Да не было никакого уважения. Все вот это помнят прекрасно, когда он, помнишь, там ходил, там разоружал этих правосеков там, и так далее. Не было никакого уважения. Было просто понимание, ну, выбрали, но следующего выберем получше, может быть. А может и нет. Вот такое. То есть не было любви. Ну, голосование, я тебе напомню, было 50/50 в армии. Вот по избирательным участкам, где большая часть была голосовала военных, то есть это военные городки там и прочее, где именно 50+% было военных. Как его, Порошенко, Зеленский было 50/50. Даже где-то 51/49, то есть Петя и там проиграл. И в армии. Но
Это такое, чисто, ну, потому что их там двое было. Ну, вот Петю нет, не люблю. Ну, значит, Зеленского. То есть Зеленского никто особо не любил в армии никогда. И он ничего не сделал, чтобы эта любовь появилась. Ни в какой момент. То, что не убежал, да хрен с ним. Убежал бы, лучше было бы. Ну, был бы Залужный, исполняющим обязанности Верховного. Ну, и вся любовь там. То есть лидер-то нашелся в стране, да. То, что этот не потерялся, это даже на самом деле, ну, как бы, могло быть лучше. Удрал бы себе вот в Экзел и сидел бы там в Экзеле, а тут бы Залужный бы остался. Может быть. А Ну, Залужный, не может быть, я совсем точно. а Залужный вот сейчас вот в этом, как бы, в этой ситуации, когда он там посол, там, и в твоем понимании, его позиции остались в армии сильные, восприятия, вот как лидера там, или что-то изменилось, когда он ушел на гражданку? Ты знаешь, очень противоречивые. Я могу сказать, что я бы очень не рекомендовал, значит, ему идти в избирательную кампанию. Он очень много нехорошего в себе узнает. Ну, я имею в виду, узнает о том, насколько плохо о нем многие думают. И как бы это может как бы торпедировать его рейтинг очень сильно. Поэтому я бы на его месте этого не делал. Дело в том, что он представитель той самой касты, вот как и Сырский там и так далее. То есть вот смотри, Залужный такой весь лубашка, там очень корректен в общении, такой обволакивающий, дружелюбный, да, и так далее. А кого он взял себе первыми замами? Моисюка, мясника первой гильдии, вообще конченого. То есть вот он, Майсюк это имя нарицательное. Это как Малюта Скуратов, да, то есть в свое время, да, имя нарицательное. Так вот Майсюк у нас вот тоже имя нарицательное. Потому что он был первым замом Залужного. Залужный весь такой няшный, белый, пушистый, да, а вот когда нужно было кого-то посылать на штурмы, и типа приехать и всем сообщить о том, что все вы трусы, один я Д'Артаньян, и вот это, и полную пургу гонят, потому что он балбес. Он хоть генерал-лейтенант, он ни хрена ничего не понимает в военном деле. Кирпичи ломать головой, это как бы не, это не знание военного дела. То есть вот это вот свирепое лицо с выпученными глазами там, и так называемым командным голосом, это не показатель для профессионального военного. Да, он пусть почитает, кто против, пусть почитает Волоколамское шоссе Александра Бекова. Там достаточно хорошо раскрыт портрет генерала Панфилова. Вот это совершенно не Майсюк. А второй его заместитель, Забродский Михаил, это тоже патентованный мясник. Вот просто мясник. Вот я тоже не очень хочу там озвучивать некоторые вещи, потому что, ну, короче, один из самых негативных персонажей в истории украинской армии. Это он у Порошенко был депутатом, по-моему? Да, это командующий ДШВ. Он, Да. кстати, герой Чеченской войны, да, у него орден там за подписью Путина. Вот. Его, правда, вычистили из интернета. Я своими глазами видел этот скрин, ну, скан его, этого орденской книжки. Но сейчас ее нет. Ну, видимо, кто-то ему помог вычистить все это из интернета. А он, ну, было время, что они же гордились до 13 года, до 14 года. Они вот этими делами гордились. Ну, кто там где-то еще воевал, там, в Чечне воевал, орден там, все дела, там, ну, орденскую книжку не вор же пришел у него сфотографировал, он вывалил куда-то там. И оно пошло там дальше. Вот у нас такой боевой там чувак, этот командующий. Вот. А сейчас все вычистили. Ну, видимо, когда Петя его брали, там Петину технологи знают, как чистить интернет. Вот. А так вообще он мясник. Вот самый настоящий. Психология военного преступника и инвалида, и морального инвалида. Вот. И именно с ним Залужный, вот этот няшный, который с сердечками и так далее, написал одну статейку, взял его себе замом из депутатов Петиных, там выпросил у Зеленского тогда, они как бы, он с Зеленским еще был ну, как бы в отношениях, я имею в виду Залужный. Вот. И потом опять же посылал этого Забродского тоже представителем Ставки там
на юга, уже на южное направление, вот это как его, наше контрнаступление, так называемое. Вот, то есть, кто такой Залужный? Это подмарафеченный там представитель того же клана. Того же клана. То есть он как бы внешняя атрибутика у него такая позитивная, а на самом деле он представитель того самого клана, который чуть не украл у нас победу. Точнее, не чуть не украл у нас победу, украл у нас победу и чуть не угробил вообще нас всех. Тем, что расходовал драгоценный, бесценный материал, знаешь, как воду лил на огород. Ты Я имеешь... имею в виду человеческий ресурс. Угу. И ты имеешь в виду, наверное, прежде всего наступление летнее 23-го года? Да не только, это Да. перманентный процесс. Сейчас вот назначили там командующим АК Пивнич там одного такого Шандера, вот, утилизатор батальонов. Это звездец какой у нас, вот эти вот, там Содоля зацепил этот Тавр, да, и там за Содоля там повылазил. Да, у нас таких Содолей там достаточно. И Валера один из них, к сожалению. Только он не сам там бегал, там кричал с выпученными глазами. У него для этого были церберы, там Майсюк и Забродский. Но он же писал. И операцию на юге, и так получилось, что он отвечает за то, что тупейший, просто тупейший и такой же держиморда, знаешь, как сержант из тонкой металлической оболочки генерал Зубанич, вообще был главным начальником на этом наступлении. Был командиром корпуса, который наступал. Вот 47-я бригада, 33-я, там и 3-я, я уже забыл, 60 какая-то. Вот. Зубанич командовал этим делом. Да у него IQ там меньше 90, понимаешь? Плюс ну вот как-то тонкую металлическую оболочку, помнишь фильм? Да, да, да. Ну вот сержант это вот Зубанич. Вот у него такая модель поведения. Но при этом еще так умеет контрабасить там, и так далее. Тот хоть как бы не коррупционер, а этот карьеру сделал на контрабасе. Он там чемпион контрабаса, там, конкурировал с Николюком на фронте. Скажи, а вот этот Ну, вот... в смысле, на фронте, в Затишье, да. А вот этот вот новый начальник генерального штаба Андрей Игнатов, вот которого буквально там вчера назначили, Баргилевича отправили в Генеральную инспекцию Минобороны, а теперь вот Андрей Игнатов. Как ты его характеризуешь, знаешь его или нет? Вот такая... Послушненький молодой хлопец. Там. Кто его знает, они как бы с ним в хороших отношениях. То есть у него модель поведения такая незаносчивая. То есть он не корчит из себя там что-то величайшее, да. То есть не строит из себя там. То есть модель поведения у него такая, ну, как это сказать, симпатичная, что ли, да. Но это не делает его хорошим командующим, к сожалению. Потому что он больше всего любит начальство. И поэтому он как бы такой молодой уже генерал. Да, то есть он карьеру сделал у Содоля. Это любимчик Содоля. И назначили его, когда Содоля там под воздействием, мягко говоря, резонанса общественного все-таки убрали, его же на место Содоля и поставили. Там, и так далее. Я под его командованием был в АТУ Херсон, когда мы штурмовали Херсонско-Береславский плацдарм. Ну, вот мне тяжело литературными выражениями описать качество командования, которое тогда было. Вот. Я не буду как бы сейчас, пока война не кончилась, многие вещи как бы озвучивать, но именно низкое качество командования. То есть то, что оно делало, это было просто ужасно. И нам это стоило 1000 жизней. 1000. Мы разбили там офигенно подготовленные штурмовые бригады. Просто лбом о бетонную стену. Просто лбом о бетонную стену. Там. Потому что нами командовал хороший парень. Но никакой командующий. Потом он на Хортице, сколько он там успел, пока его там на Дропатова поменяли. Год, наверное, да? Угу. То же самое. То есть он оказался там не лучше того же Содоля, да. Вот.
Поэтому он ласковый теляти, который у всех маток сосет, там, с ним дружат там, волонтеры там, и так далее. То есть он ведет себя как бы так по-человечески, но он нулевой, как командующий. То есть он хороший парень. У меня куча друзей, да, там, я не знаю, там несколько сотен таких ребят, с которыми я бы с удовольствием обнялся, там, и в том числе в армии, да. Но как бы среди них не так много тех, кто может быть хорошим командующим или начальником генштаба. Вот он такой. Смотри, в этом контексте, как ты относишься к Марьяне, вот, которая безуглая, которая очень жестко критикует генералитет и, в принципе, поднимает такие волны такой жесткой критики? Потому что вот я даже смотрю по реакции аудитории, и многие, конечно, так шокированы тем, что ты говоришь. Да, а что там? Ну, военные нет, потому что они это все знают. Но они помалкивают тряпочку, потому что тут тявкнешь лишнее. Смотри, Марьяна, она 90% того, что она говорит правду. Но проблема в том, кого она толкает. То есть для нее образцом, значит, хорошего командующего это Майсюк или Буданов. Она это прямо озвучила. По-моему, еще кого-то озвучил, но неважно, Майсюк или Буданов. Майсюк, повторюсь, и Буданов, то же самое, это одни из самых презираемых в армии генералов. За их отношение к крови, за их заносчивость. Ну, Буданов, как бы, у него не такое поведение, то есть не с напученными глазами, как вот этот вот сержант с тонкой... А Майсюк такой. Майсюк это держиморда, вот классическая держиморда. И когда Залужный говорил, что я как бы не люблю держиморд, я их там это самое, то он лицемерил, потому что вот его ближайший помощник, которого он взял, был Майсюк, который и есть вот эта самая держиморда. А Буданов, ну, во-первых, он некомпетентен, он как разведчик некомпетентен, да, то есть как начальник ГУРа. Он сделал из ГУРа ЧВК, такое именно ЧВК. Плюс все прекрасно знают, что он не чист на руки. И причем очень нечист. То есть подгреб под себя там кучу потоков, там якобы это там ему нужно там на военные дела, но кто это считал? Вот. Сколько куда уходит. Вот. Короче, Буданова очень негативная репутация в армии. Именно в армии. Там всякие волонтерки могут там вздыхать и охать, там, когда он их там приглашает на, там, поговорить. Ну, высокий, симпатичный чувак, там, ну, что, спецназовец, он реально там как бы воевал, он реально там из Крыма ушел, там, подстрелив там пару ФСБшников, ну, как командир группы. Но это командир группы, это группа из 8 человек. То есть это, ну, я таких знаю, от торф несколько сотен человек. Но это не повод из них делать начальника главного управления разведки. Вот. Ну, вот такое. Ты знаешь, мне вот назначение Буданова начальником ГУРа напоминает, что, вот представь себе такая картина. Банк, едет, точнее, банковская машина, значит, везет какие-то деньги куда-то, внутри экспедитор, значит, и на него там напали какие-то там бандиты, значит, он от них отстрелился хорошо, значит, и как бы спас эти деньги, там приехал в банк, и тут совет директоров собрался, точнее акционеров, и у нас лучший работник банка, вот он экспедитор, и сделали его управляющим банком. Но он, блин, экспедитор. И там как ты его золотом не обвешай, он как бы у него стратегического и оперативного мышления не появится. И вообще понимание, что это такое. Вот он сделал вот такой из этого банка такой, знаешь, экспедиторскую фирму. Инкассаторскую, точнее. Вместо банка. Вот они возят там ценности. Что умеют, то и делают. Так вот, мадам Безумная, то есть Безуглая, это случайно оговорился. Я не люблю такие оговорки. Безуглая, она считает, что именно Майсюк или Буданов это будущая армия. Да значит, она ни хрена не понимает о том, что она говорит. Она вот слушает о том, что этот плохой, тот плохой, почему плохой. То есть она как, знаешь, вот как ретранслятор, она это ретранслирует. Но выводы делает обнять и плакать. Ну, я бы, например, вот если бы мне вот сейчас сказали, что вот Сырского ставить или Буданова назначить. Сырского ставить или Масюка назначить.
при всем моем как бы негативном отношении к Сырскому, я ставлю Сырского. Вот так. А она хочет поменять его на Буданова и Масюка. Логичный вопрос в этой ситуации. А есть кто-то в армии, ну, кто его уважает? Или лучше об этом не говорить, пока война не закончилась? Кого? Ну, кто-то из генералов, вот, которого уважают. Есть? Да, ну, Да? конечно. Ну, Дропатый. Дропатый вообще авторитетный. Вот из генералов он... Не, есть еще там Красильникова, кстати, достаточно сильно уважали. Но не все. У него есть... Я как бы его оцениваю как хорошего человека и неплохого генерала. То есть, скажем так, в пятерку бы лучших я бы его поставил. Но с учетом того, что у нас мусорный уровень генералитета, то и пятый генерал это уже так лучше поменять. Вот. Несмотря на все остальные 200. Вот. А Дропатый, да, он, ну, как бы вообще без вопросов. Для меня большая загадка, как он умудрился вообще генералом стать в этой системе отрицательного отбора. Просто загадка. Ну, вот он сейчас главком сухопутных. И очевидно, что его назначение было под, как это сказать, электоральным воздействием, да, что, мол, ну, какое-то позитивное нужно назначение сделать. Такое, чтобы как-то вот немножко погасить, там, типа того, что Верховный все-таки заботится о кадровых заменах, ну, в смысле, улучшениях. Ну, видишь, Красильникова снял, якобы тот, видимо, виноват в чем-то там на Курской, или не знаю. Я подробности не знаю, почему сняли Красильникова. Вот, на его место поставили конченого замкомандующего ДШВ, конченого просто, утилизатора батальонов. Ну, как бы пусть сидит лучше в Чернигове и подальше от войск. Вот, бумажки там перекладывает и выпучивает свои глаза на писарей штабных, чем в войсках сидит. Так что я как бы расцениваю это назначение даже как бы скорее в плюс. Просто армия, которая на фронте, избавилась от одного держиморда и мясника методом его повышения. Ну, не повышение, это, наверное, равнозначная должность замкомандующего ДШВ и командующего КА. А может, не равнозначно. Я не очень там в разрядах в этих ориентируюсь. Ну, такая картина маслом жесткая. Скажи, вот в контексте всего, что ты сказал, вот у тебя внутреннее какое ощущение вот от того, что ждет Украину в ближайшие месяцы, ну, в ближайший год там, да, потому что, ну, я думаю, что это будет очень турбулентные процессы внутри страны и вокруг страны. Ну, вокруг это, я все-таки надеюсь, что не заставят Путина переходить на ту фазу. Все идет к этому, как минимум. И он не хочет, и Трамп не хочет, а у них контрольный пакет силы как бы в этом деле. И китайцы не особо в это лезут, стараясь как бы по своей старой тактике посидеть на берегу и посмотреть, чем все это закончится. Ну, там где-то они там, конечно, свою игру играют, но я не вижу, чтобы они сильно активничали. Они слишком зависимы от Европы и Штатов. У них там, я не знаю, там под 70% экономики это экспорт в цивилизованный мир. Его вот так вот на раз-два там не перестроишь никак. Вот. Поэтому они просто завязаны. И потрясения им не нужны, иначе, потому что они самая уязвимая экономика мира в этом плане. Поэтому им никакие резкие движения вообще не нужны. А у Трампа и у Путина, Путин не хочет становиться Кимом, ему хочется как бы быть респектабельным там, главой там, мировой державы, а не изгоя мирового. Поэтому шансы есть. И шансы достаточно быстрые. Повторюсь, потому что как бы времени мало, у Путина войска заканчиваются. Именно те, которые до тотальной мобилизации. А внутри Украины, ну, смотря кого выберем. То есть, очевидно, на поле политическом сейчас нет ни одного игрока, который будет играть политическую значимую роль в следующем парламенте и там, следующий президент. То есть, смотря кого выберем. Очевидно, это будет не Порошенко, очевидно, это будет не Зеленский, очевидно, это будет не Тимошенко. Вот. А все остальные не организованы еще.
не структурировано. Там понятно, что Левочкин там суетится, создает какие-то политические проекты, там Ермак там пытается там что-то там создавать, там все такое. То есть очевидно, что парламент будет фрагментирован, но вполне возможно, что все-таки повышенный запрос на справедливость там, и так далее передавит вот эту вот медийную монополию олигархов, и власть могут получить люди, которые придут выполнять работу, а не заблаженно. Скажи, пожалуйста... Вполне возможно. Не знаю. Как получится. Еще вот, Да. знаешь, подумал очень важный вопрос. Вот в этом контексте, каким ты видишь возможное будущее условных пророссийских сил, если Путину удастся протащить повестку, что, ну, там какая-то амнистия должна быть, там, или, ну, условный Мураев возвращается в Украину и участвует в политическом процессе. Ты вообще видишь, ну, как бы, вот что это, в принципе, возможно после всего, что произошло? Что вот там ОПЗЖ какой-то плюс, как бы, там, или Мураев, там, или кто-то там, Азаров, ну, Азаров, понятно, там не вернется, но ну, вот такую вот, как бы, попытка имплементировать в политическую систему вот такие фигуры, которые однозначно, как бы, завязаны на русских. Ну, так или иначе, спрос рождает предложение. Там, Мураев это будет, или там Сидор Поликарпович, которого никто вчера не знал. Пророссийские политики будут представлены в следующем парламенте, потому что пророссийский электорат в Украине остался. Я думаю, 10% его в этой части страны осталось. Где-то так. Я имею в виду в этой части, которая, во-первых, не оккупирована, а во-вторых, не эмигрировала и там не поедет за 300 километров голосовать. Там, ну, я имею в виду заграничное голосование. Я все время ездил. Я причем с Литвы, с Латвии ездил в Эстонию. Там, потому что я так маскировался, где я нахожусь. А тогда еще можно было прийти, показать паспорт, сказать, я хочу у вас голосовать. За там, неделю написать заявление и зарегистрироваться именно в Эстонии, а жить в Латвии. Я тогда так вот прятался от банды Януковича. Значит, да, ну, совершенно точно будет. А будет он Мураев там или не Мураев, какая разница? Это совершенно точно, этот спектр будет представлен, потому что есть спрос, есть электоральная база. Это, по моим оценкам, это около 10%. Ну, смотря кого называть пророссийским. Вот мы с тобой сейчас по-русски говорим, нас тоже там кто-то назовет пророссийскими. Там, у меня там штатные эти боты, которые за мной закреплены, лазят за мной везде, в том числе там по яхтенным чатам, там, и напоминаю, что я как серва кремлевская. Вот, то есть, ну, тебя тоже, кстати. Вот. Понятно. Но у меня уголовное дело хоть в России есть, этот 282 статья. Отмазы есть. Да. Да, ну, слушай, уголовное дело в России было и на коллаборантов откровенных, которые явно были агентами ФСБ. Там вот этот замглавы, там, или какой-то мэр, там, или что, вот именно коллаборант. То есть он тоже был в списке, там, санкций, там, уголовное дело было в Москве, там, за что-то. Ну, то есть они маскируют своих агентов тем, что там у него есть, типа, у него есть справка от Путина о том, что Путин его не любит. То есть это на самом деле не стопроцентный аргумент. Да, понятно. Вот. А так, спрос есть, да, по моим оценкам это 10-15%. Там, в основном, конечно, стрельчо. Во-вторых, какие-то озлоблиши, может быть, кого за кем-то ЦК гонялось, понимаешь, то есть это склоняет, конечно, население к противоположным политическим взглядам. То есть и страх загнанный как бы в эти политические как бы дебри, ну, я имею в виду пенаты, такие тоже наверняка есть. Ну, посмотрим. А Мураев, не Мураев. Тут надо, вообще неплохо было, конечно, ну, смотря кого выберем, да. Выберем ли тех, кто будет разбираться, потому что я буду голосовать исключительно за трибунал. Я буду голосовать и агитировать за тех людей, которые пообещают трибунал над вот этим вот тотальным мерзким мародерством, которое было эти 3 года войны. Я хочу крови, потому что без этой крови не очистить страну. То есть, если вот все, что произошло вот с этой масштабной мобилизацией, которая на самом деле масштабнейший криминальный бизнес, если организаторы его не будут наказаны публично и очень жестко, то я не вижу смысла нахождения в гражданстве страны, в которой такие вещи проходят безнаказанно. Угу. Понимаешь? Ты вернешься? Ну, вот абсолютно.
Ты вернешься, ну, вот когда выборы начнутся, ты вернешься как бы в Украину или нет? Тут спрашивали. Вот, Я просто. не гражданин другой страны, понимаешь? Я сейчас во времена Януковича вынужден был сделать релокацию, да, и у меня и младший сын как бы учился, ни дня не учился в Украине, да, учился там в иностранных, в английских школах, и сейчас в университет собрался в американский, да, то есть, ну, он как бы свою жизнь формирует. Ну, представляешь, он до 3 лет жил в Украине, и все, и как бы больше не жил. Но у него нет другого гражданства. Мы как бы этим вопросом не сильно озаботились, скажем так, и как бы не парились. Я с 2012 года не имею ничего, никаких концов в Украине, кроме побратимов. Ни экономических, ни родственных там и так далее. Но у меня нет другого паспорта. У меня вот все, круг моих друзей это украинцы. То есть мои побратимы это украинцы. Все мои дети украинцы. Но я собираюсь уже дальше, вот сейчас вот формализую как бы окончание своего бизнеса. Там надо один стартап закончить и как бы довести его до уровня уже стабильного бизнеса. И все, мои планы в море. Все, у меня вон яхта готова, да, это кругосветка. Причем такая затяжная, лет на 10. Не Класс. спеша. Класс. Вот я даю честное пионерское. Вот следующие выборы, вообще вот эти выборы ближайшие, это последнее, в чем я буду активно участвовать в Украине. У меня просто, ну, как бы все. Ну, как бы я закончил. Ну, у многих людей, на самом деле. Смену сдал. Смотри, я согласен, потому что это последний шанс. Я просто знаю кучу людей, у которых точно такое же настроение, что это будет вот или последний шанс, когда будет вот все, поставлена точка в этом блядстве за 34 года, как бы там, да, вот, где... Особенно квинтэссенция была последние 3 года, то есть Да. такого уровня цинизма, ну, как бы не было еще, да. Если оно не будет наказано, именно наказано, не просто вот поменено, а наказано, то я знать не хочу это государство. Знать не хочу. Я там чилийской, там, я не знаю, Папуа-Новой Гвинеи сделаю себе гражданство. Просто из вредности, чтобы даже не думать про это. Потому что если такое будет прощено, то все, без меня. Я как бы свой, что мог сделать, сделал. Дальше там дело молодых. Ну, и за это тебе низкий поклон от всех наших зрителей и всей нашей аудитории, не только нашей, потому что тебя уважает очень много людей. Огромное спасибо за то, что ты сделал для Украины и делаешь для Украины. Мы просто вот снимаем шляпу, как говорится. Арчи Грин с нами был. Спасибо за такой откровенный эфир, который вот никогда не знаешь, в какую сторону он с тобой пойдет, но вот все как есть. Вот мы вот так вот развернулись, и мне кажется, что для наших зрителей то, что они услышали, будет очень ценно. Поэтому я всем советую поставить по максимальному лайку, разогнать это все дело, написать комментарии, шорты, в которые пойдут, и нарезки, которые пойдут, тоже разгоняйте, потому что ну, то, что Арти рассказал, это крайне бесценно в нашей ситуации. И самое главное, спасибо тебе за позицию, которая, мне кажется, является искренней, человечной. И это то, что нужно Украине, потому что если мы не будем вот просто иметь позицию, не будем иметь совесть, в конце концов, и не будет наказаний за то, что произошло за эти 34 года, и особенно, как ты говоришь, за 3 года войны, то я с тобой согласен, мне в такой стране тоже лично делать нечего. И, ну, не в стране, в государстве в таким, оно нахер не нужно, как бы там, да. Вот, поэтому, ну, будет последний шанс, последний выход для многих, я думаю, вот так вот. Да, многие, я могу сказать, если не будет наказано вот то, что творилось эти 3 года, если вот так еще раз клюнет жареный петух, то следующего 24 февраля у военкоматов никого не будет. Да. Будет... Нечего будет защищать. Да. Да. Все, спасибо за эфир, обнимаем тебя, спасибо тебе еще раз огромное. Арти Грин с нами был, пока. На этом заканчиваем. Еще раз прошу всех включиться, максимально разогнать этот эфир. Мне кажется, он получился просто пушкой. Поэтому работаем. Мне кажется, я уверен, что это то, что нужно сейчас услышать многим нашим гражданам и посмотреть в зеркало, каким бы кровавым там и червоточинным оно не было. Пока, до завтра.